Вы смотрите международный канал RTVI, и сегодня у нас в гостях певица Линда. Спасибо тебе, что пришла. Я знаю, что не самое приятное дело для тебя, наверное, давать интервью, и вдвойне за это благодарна тебе. Ну, мне тоже очень приятно. Чувствуешь ли ты себя певицей определенного поколения? Наверное, нет. Все-таки это какое-то ограничение сразу, если... Мне бы не хотелось быть таким символом, скажем. Если это присутствует, мне кажется, это неправильно, потому что это во многом тебя ограничивает. То есть ты вот получаешься в рамках того времени, а сейчас совершенно другое время. И поэтому вот здесь какая-то есть какое-то несовпадение. Да, и это совершенно не так. Расскажи, кто приходит сегодня на твои концерты? Что это за люди? Знаешь ли ты их, кого-то лично? Ну, конечно, кого-то лично знаю. Ну, не всех, конечно, но многих. Люди разные. Людям, которым со мной интересно, видимо, приходят для того, чтобы пообщаться со мной, ну, через музыку, да, то есть пообщаться друг с другом. То есть ты создаешь какой-то диалог со своими слушателями во время концерта? Конечно, потому что через музыку ты перерабатываешь все, что у тебя наболело. И говоришь, что тебя в данный момент волнует. Любые свои переживания, там, события, которые происходят вместе с тобой и вокруг. То есть это, естественно, переживается какой-то момент, который я для себя лично выражаю путем музыки. Да? То есть у меня идет именно мой диалог через нее. Тут кто слушает, там, не знаю, наше творчество, да, он очень хорошо меня знает. Даже, может быть, мы лично не знакомы, но такое ощущение, что друг друга знаем. И такие же люди приходят, даже если я их вижу в первый раз, но я понимаю, что человек меня понимает. То есть я вижу своего единомышленника, и нам очень легко в такой ситуации сразу, даже не зная друг друга, начать общаться на любые темы. Это очень приятно на самом деле, когда ты осознаешь, что нас очень много. В пятницу был твой концерт. Какие песни ты там исполняла? Что вообще ты даешь сегодня на концертах своей публике? Решили собрать, ну, скажем, то, о чем все уже давно подзабыли, начиная там с разных альбомов разных периодов. Мне кажется, там все альбомы наши прошлись. И альбом «Атака», и альбом «Лай собака», и альбом «Карандаши и спички». И там и то, что новое сейчас, какие-то треки мы недавно выпустили и записали. И плюс не забыли то, что вечно исполняем, в принципе, вот эти вот 90-е тоже включили. Ну, чтобы всем было приятно, и каждый получил то, что хотел получить. Тебе вообще в кайф еще исполнять музыку из 90-х? Да, конечно, потому что это моя история, это моя музыка в том числе. То есть мы делали ее когда-то и вдохновлялись от этого всего. С ней очень много связано и воспоминаний приятных. В основном у тебя приятное. И у людей, которые пережили, и да? У людей, например, ну, я не знаю, там многие под какие-то там наши начальные шаги, да, знакомились друг с другом. Сейчас это уже целые настоящие семьи, у которых там, не знаю, много детей, все помнят это. И, в общем-то, вот эта вот благодарность, которая, ну, читается просто в их глазах. Со многими я общаюсь, и мы просто стали даже какими-то близкими, не знаю, родственниками, что ли, друзьями. Приезжаем друг к другу в гости иногда. Вот, поэтому это очень ценно на самом деле. Мне кажется, нет ничего ценнее нормальных человеческих взаимоотношений. Именно чистых, прозрачных, без всяких двойных, без всякого двойного дна. Это очень важно. А на чьи концерты бы сегодня сама пошла? У меня таких исполнителей много, до которых очень трудно дотянуться. Ну, если помечтать.
Ну, я бы с удовольствием сходила на концерт Бьорк. Я бы хотела попасть на концерт Нирваны, ну, из того прошлого, о котором уже вообще, невозможно, да. Не знаю, я бы сходила с огромным удовольствием и на концерт группы Queen, Фредди Меркьюри, это один из моих вообще любимых. Led Zeppelin, например, Дженнис Джоплин, не знаю, Genesis, Питер Гэбриэл, таких мэтров, Pink Floyd. А если сейчас брать вот современных исполнителей, каких-то Современных, есть, ну, мне сложно. На концерт Мьюз бы я с удовольствием сходила. Я была, и не один раз, и в большом восторге. Когда, если есть такая возможность, я всегда буду ее иметь в виду и в общем-то, стремлюсь попадать к таким. А как тебе вот эта волна рэпа, которая сейчас просто поднялась Я и очень захватила положительно молодежь? отношусь к рэпу, и мне кажется, рэп, он уже стал какой-то культурой, да? То есть, Более массовый, если раньше был потому более... что он же рождает такие темы, да, о которых, в принципе, никто не говорит. И только вот там можно это как бы... Они даже поднимают на каком-то уровне, мне кажется, культуру, потому что они говорят о вещах, о которых все мы молчим. Как бы мы думаем так, но об этом никто не осмелится сказать вслух, потому что все в каких-то, да, в своих занавесках живут, и дальше этого все боятся высунуть свой нос. А здесь ребята открыто, прямо в лоб говорят о таких вещах, в принципе. Это очень здорово. Серьезные музыканты, у них, в принципе, это же можно даже назвать, ну, я не знаю, поэзией ты, конечно, не назовешь, но это очень продвинутое, скажем, высказывание, ну, что ли, даже развитие, может быть, именно мыслей каких-то, да, продвинутых. Ты же сотрудничала с СТ, вы выпустили когда-то, ну, лет сколько, наверное, уже лет 5 назад, выпустили ремейк «Марихуаны». А как вот зародился этот дуэт? Почему вы выбрали СТ? Да я, честно говоря, даже не знаю, как это зародилось. Ну, просто мы познакомились, узнали друг друга, и Виктор Логачев такой был человек, с которым в то время я работала, он прекрасно знал СТ, и, в общем-то, нас познакомил, нам было прикольно, и решили просто сделать что-то прикольное, тем более он оказался, ну, почитателем, скажем, каких-то моего творчества, ну и просто посмеялись, и это реально вылилось в реальность. Я не буду больше плакать, я молчу, ты молчи. Мама, марихуана, это не крапива, не бери ее. Ты упомянула про «Карандаши и спички». На самом деле, я так понимаю, что это крайний альбом, который вышел, да? Да. В 2015 году. Когда же будет новый? Я думаю, многие сейчас Ну, на самом деле, крайний альбом, это, наверное, был «Bloody Ferris», который мы выпустили вот буквально там недели спустя. Ага. Ну, или там месяц уже, сколько я не ориентируюсь по датам и времени. Для меня все кажется, что оно вот в данный момент. У меня нет вот разделения на прошлое, настоящее, будущее. Как-то у меня все эти времена объединяются в одно время. Я вот не понимаю, почему есть такие разграничения. Я даже люблю вот языки, в которых нету временных вот этих вот издержек. Там же есть какие-то диалекты, да, для которых вообще временное отсутствует. Вот мне эта очень идея нравится в жизни. Новый альбом. Мы сейчас работаем над новым материалом. Если все сложится так, как мы у себя в голове хотим, то выпуск альбома у нас на ноябрь, на конец ноября. У тебя сейчас большая команда вообще? Да, большая. То есть это музыканты, продюсеры, директоры? Ну, у меня никогда не было продюсеров. С самого начала как бы не называли продюсерами, типа продюсеров, с кем я там работала. У нас не было такого продюсера. У меня, если уж говорить о продюсере, продюсер, ну да, это, наверное, человек, на котором все держится. Ну, то есть, который может твой проект
ну что ли, продвигать. Да? В этом отношении продюсером тогда был мой отец, потому что он вкладывал деньги в наш проект, да, и таким образом мы держались и раскручивали себя в данный момент. А в данный момент нету такого человека, кто бы вкладывал. Вот. Вы зарабатываете сами? Естественно, мы зарабатываем сами. В общем-то, это сейчас очень, ну, тебе дает это, скажем, тебя это очень мобилизует и организует, что ли. То есть ты понимаешь, что ничего нельзя откладывать и нельзя допускать себе такой вещи, а это я доделаю завтра, или там я переделаю это послезавтра. Или там нет, надо себя как контролировать очень четко. И мне этот процесс, в принципе, нравится, когда ты все время вот... Поскольку я вообще человек очень энергичный, и поэтому сложность от меня большая для всех. Потому что я вечно киплю какими-то действием, ну, жизненными процессами, во мне все бьет ключом, и от этого, наверное, многие устают. Вот, я тоже это понимаю, и тоже пытаюсь работать в этом процессе над собой, ну, чтобы не висеть вот над всеми, а то мне надо всегда до чего-то докапываться, что-то там всех окрылять своей заботой. Вот это, вот. И я понимаю, что есть люди, которые не такие, как я, им нужна, ну, скажем, более спокойная обстановка, вот без вот этого быстрого смена там с темы на тему, там, вот как это у меня все очень часто бывает. Вот. А им нужна какая-то размеренность, они медленно думают, они не умеют все делать быстро, у них не кипит пламя там, не знаю, внутри, им нужна другая атмосфера. Я до этого момента, мне было очень сложно в этом пункте, потому что я этого не слышала. Я не понимала, что есть другие люди. И мне казалось, что если ты чем-то занимаешься, и ты чем-то увлечен, ты должен просто, я не знаю, сносить горы перед собой, двигать все и расставлять, и все делать вот так, докапываться до всего, искать во всем истину там, и так далее. То есть какая-то была вот эта вот дикость непонятная, которая меня очень... ну, разводила, что ли, с людьми. Наверное, это был момент, когда именно со мной просто не уживались люди, потому что, ну, невозможно было все вот так вот везде, как бы везде любое пространство заполнять вот с собой, да, ну, своей энергией. Даже не собой, сколько вот своим инициативой, избытком, инициативой, да. А был какой-то момент, когда ты это осознала? Да, такие моменты, но это в основном какие-то... Кризисные ситуации, наверное? Кризисные ситуации, на которых я, естественно, учусь. Я бы, конечно, не хотела бы доводить до таких кризисов путем своей учебы, да, чтобы обучиться чему-то. Лучше бы это, конечно, по-другому как-то происходило. Но, к сожалению, со мной вот так было, пока я не уняла себя. То есть кто-то от тебя уходил, и ты осознавала, да? Я не только человеческие отношения, а вот просто все. Со мной все не работало, даже техника. Потому что я слишком много требовала от нее. Вот. И когда я это осознала, и самое, кстати, я до сих пор наступаю на эти же грабли и делаю много ошибок, которых не нужно делать. Вот. Но я все равно получаю эти ожоги, но уже не в такой степени, как это раньше было. То есть раньше я конкретно садилась на горячую сковородку, да, и жарилась там до тех пор, пока самой плохо не станет. Если говорить про новый альбом, то «Положи меня рядом» будет на этом конечно. альбоме? Да, «Положи меня рядом», «Трещина» — это треки, на которые уже есть клипы. Наверное, последнее, если мы опять вернемся к этому хронометрированию клипа на песню «Положи меня рядом». Презентация состоялась на неделе моды. Очень необычный был перформанс. Ты вместе с моделями была включена в какой-то музыкальный такой... Ну, кстати, мне очень понравилось. Вот, я хотела спросить тебя... Это для меня как-то по-новому было, что я даже не думала, когда поступило такое предложение. И причем я очень рада этому знакомству, потому что сейчас мы продолжаем общаться с этими ребятами, которые, в принципе, организовали это все.
Вот, это институт моды, Да, скажем, да, да. да. Мне кажется, сама коллекция это очень подходила под тебя. То Да, есть да, это да, всё но- было в но, твоем, а- абсолютно было все в твоем стиле. Ну да, мы так, кстати, они поэтому, видимо, и да, на меня и вышли, потому что они с самого изначального процесса говорили о том, что они бы хотели видеть вот Линду. А ты Таким сама образом мы нашли друг друга, да. как ты в дизайне принимаешь участие? Вот, может быть, вы... Ну, то, что касается меня самой, да, конечно. Для меня это тоже важный процесс, потому что ну, в нашем мире очень сложно сохранять себя вот... сохранять вот именно Да. свой внутренний посыл, потому что всего много, Вот, все очень да. разное, и все друг на друга как-то стараются быть похожи, что ли. Я не Ну знаю. да, все как-то подхватывают один тренд и в нем Как-то идут, это сразу потом тренд меняется, все на передается, другие да, рельсы. меня это всегда раздражало, потому Ага. что я, ну, не знаю, я родилась такой, какой родилась, таким уже образом, да, скажем, и этот образ, который мне дан природой. Там у этого образа могут быть разные имиджи, да, потому что образ – это просто очертания, твои очертания. Вот, а скажем, ну, там, имиджевые грани, одну из грань, которая, например, подчеркивает твой имидж, твой внешний вид, это всего лишь одна из грань твоего образа, который тебе дала природа. А где ты берешь одежду? Ты всегда очень необычно одета. Ты выискиваешь какие-то, не знаю, барахолки за границей, или это какие-то там закрытые магазины, или ты Да приходишь вот к не портному? поверите, у меня вообще нету каких-то специальных там шоурумов, как это сейчас называется, или там, не знаю, специальных... Все абсолютно просто. Где-то что-то То, увидишь, и что-то покупаешь. я вижу, мне нравится, там, например, что-то делаю сама, когда Сама? есть и время, да. Мне например? нравится этот процесс. И Ты можешь что-то сшить? я очень люблю сочетать. Мне кажется, если бы я свою жизнь начала бы заново, то, наверное, бы я выбрала бы такую профессию. Ну, как бы стилист. Не стилист, скорее всего, дизайнер. Мне именно дизайн. нравится работать с материалом, с формой, сочетать сочетаемое с несочетаемым, менять цвета, вот какой-то коллаж создавать из этого. Меня это очень интересовала тема всегда. А что помогает тебе развиваться? Не знаю, новая музыка, книги, что? Книги, развитие в своей профессии. То есть весь... Ты постоянно должен находиться вот в этом поиске. В поисках, не знаю, там, если творческий человек, он ищет поиск в творчестве, да, там, я не знаю, в живописи, в литературе, в фильмах, в интересных людях, в беседах, там, не знаю, в вещах, о которых мне интересны вещи, в которых я совершенно не разбираюсь, и которые я там, ну, не знаю, я начинаю этим интересоваться. Этот процесс дальше идет уже больше, чем просто интерес. То есть я уже углубляюсь. А можешь привести какой-то пример? Я нахожу, Что-то ну, например, вот медицина, да, Ого. то есть мне, да, то есть как устроены все эти меридианы, как человек устроен, что с чем связано, вот эти вот все точки, вот эта вот китайская медицина. То есть сначала это было на уровне какого-то просто интереса, потом я стала все глубже, а потом я нашла уже целую, скажем, команду для общения, куда я прихожу, где я получаю очень много информации, что-то у них учусь и уже пробую на другом человеке. То есть я, естественно, не буду никогда, там, я не знаю... Открывать свой кабинет. Открывать свой кабинет, да. Вот. Но сама структура, скажем, вот это, как все устроено, и что над чем завязывается, и как это связано с экологией, и как человека... ну, как видоизменяется человек, какая реально происходит с человеком эволюция, о которой мы вообще не задумываемся. Вот. У меня, кстати, недавно возник Меня этот это вопрос. интересует. Как человек эволюционирует? Ты чувствуешь, как он меняется? Вот. Ну, глобально. Как? Вот что Ну, мне меняется? кажется, что
в наше современное время, да, эволюции никакой не происходит в человеке. Мы деградируем? Да, происходит обратный процесс. Он обратно уходит то, что он когда-то начал развивать. Ну, потому что мы все превратились, ну, это реально так, да, вся наша жизнь – это сплошные штампы. Вся наша жизнь состоит из рекламы. Вся наша жизнь – это сплошные шлагбаумы. То есть это вот не знаю, квартиры за миллионы долларов. То есть мы все завязаны на своих карманах, на своем потреблении, и мы только потребляем. Мы ничего вообще не отдаем. Ну, это масса, да, я не могу сказать, что прямо, ну, вся масса, ну, основная масса так живет. Вот этой вот рутины, из которой никто не может вырваться, да, и вот эта рутина, вот эта вот зависть, вот эта вся человеческая греховность, которая расцвела просто уже не 7 грехов, а там 1 700 000. Вот, поэтому и мы все живем, нам всем комфортно, это наш комфорт, из этой зоны комфорта никто не хочет не выходить, никто с этим не борется, а наоборот как-то всех все устраивает. Поэтому так и будем жить, поэтому и будет такая у нас красивая, вечная страна, и красота, и земля, не только страна, и так во всем мире происходит, да, весь мир как бы в одних и тех же проблемах. Все так живут. Океан умирает от пластика. Да, мне кажется, единственная страна, кто реально по-другому чувствует мир, это Индия. Вот я когда туда приезжаю, я становлюсь частью природы. Я становлюсь природы, частью вот этой красоты, которая меня окружает. Это так приятно, это так редко бывает, когда и в эти моменты ты просто забываешь, кто ты есть, какой ты, и зачем тебе вообще эти вопросы, анализы. Это все пропадает. Ты просто улыбаешься утром и благодарен, что утро настало и прошел такой шикарный день в самых элементарных простых вещах. Приезжая сюда, ты опять нагромождаешь на свои плечи вот эти вот горы, которые стоят на тебе, и ты идешь, как вот эта лошадь, которая несет, и зачем она идет. И вот я часто себя ловлю на этих моментах как-то, ну, и как-то мне очень сложно, если вот складывается впечатление, что я вот такая вот прям, не знаю, я сложный человек, со мной, наверное, очень сложно. Ну, и я глубоко одинокий человек, в хорошем смысле, не в смысле, что я страдалец, да, как-то у меня так с детства было. То есть это вот именно с моего детства. Ну, видимо, потому что, ну, во-первых, мы очень часто меняли место жительства, очень часто переезжали. И я очень сильно привязываюсь к месту, где я нахожусь, и к людям, с которыми я встречаюсь, которые сразу становятся мне близкими. Ну, то есть я вот сразу попадаю, и все. И мне очень сложно переживать расставание. То есть я очень страдаю, всегда это болезненно переносила. И просто реально психически и физиологически начинаю просто болеть. Вот, поэтому и вот это вот чувство вот этого какого-то глубокого одиночества, когда ты расстаешься и переезжаешь в другое место, ты опять остаешься одинок в этом месте, ты опять что-то там нарабатываешь, как вот только ты начинаешь там раскрываться, тебя опять куда-то уносит. И, в общем-то, да, поэтому это вот, наверное, перенеслось, если уж так анализировать, и это во мне закаменело. Я уж не знаю, что нужно сделать, чтобы это раскаменело. Это, в принципе, мне очень мешает. Не думала, сейчас многие там с психоаналитиками работают, не твоя история? Я разговариваю, да. Вот как раз-таки мой друг, кто занимается вот этими психологией, скажем, да, он мне говорит, что ты потеряла баланс. Ты вот ушла в баланс драмы. И для тебе нужна драма, ты ищешь эту драму, и только на этой драме ты можешь писать, как тебе кажется. Поэтому ты и встречаешься с какими-то влюбляешься в них там, и все у вас вот так вот идет, потому что ты вот на этой части. А ты должна, наоборот, поменять и сейчас свою жизнь направить в другое русло. То есть ты должна опять увидеть, почувствовать, окунуться вот, в свои радостные моменты, скажем, да, и уезжать в красивое место, например. Не писать там в каких-то, я не знаю,
Я даже уходила в метро или в какие-то подземки. Мне вот надо было видеть всю эту несуразность, чтобы вот мне все было плохо, и чтобы вот так. Это вот было неправильно. Поэтому такие песни, наверное, что да, я иногда переслушиваю там какой-то очередной свой там трек, написанный там в какое-то реально тяжелое, может быть, время, но мне вот тогда вот эта тяжесть нравилась. То есть и мне самой, и мне нравилось. И когда мне было легко, я реально переставала писать. То есть я не могла писать в каком-то мажорном Ты сейчас состоянии. пытаешься это изменить, да? А Пытаешься сейчас, да, учиться заново писать в мажорном состоянии. Во мне вот открылось, во мне вот какие-то две есть, две меня, что ли. Одна вот сидит такая угрюмая, и вот ей нужна вот эта вот весь этот боль, проблемы, видеть вот эти проблемы этого мира, что все вот так вот плохо, что вот и вот она сидит там, и вот капает на тебя, и вот что-то там она пишет, какие-то нотки у нее получаются такие грозные, там, не знаю, какие-то тексты, вот. А сейчас я вижу, что другая выходит, абсолютно, и они между собой редко общаются. То есть я либо в пограничном состоянии всегда нахожусь, либо я такая, либо вот такая. Вот сейчас я много говорю, и вот эта вот та другая, она сейчас заткнула уши, и она не хочет меня видеть такой. Она типа, там, давай, чеши, там, продолжает. Ее сейчас там хорошо штырит, я знаю. Вот, а ты здесь там типа рассказываешь, и в принципе тебе это легко. Раньше там на интервью или где-то, и не раньше, и это и сейчас бывает, тоже, наверное, в зависимости. Я вот что заметила, что когда ты начинаешь не отмалчивать, вот существует проблема, да, которая тебя бесит, ты все время о ней молчишь, там тебе задают вопрос, ты с четкой гордостью там сидишь, только нет ни слова там не скажу никому никогда, вообще никогда не хочу никогда. Вот, когда ты начинаешь об этом говорить, проблема эта исчезает. И я для себя сделала вывод, что нужно говорить, почему нет. То есть нужно говорить о тех вещах, которые тебя волнуют. Вот не прятать их где-то внутри и самой там как-то разбираться, и вот это варить, все это у себя. Вот. И это и тебя как бы мучает изнутри, не дает тебе решения в любом случае, никаких вопросов, и ты не находишь никакого ответа. Вот. А когда ты это переживаешь и уже это проговариваешь вслух, то вот эта боль, она уходит, или там проблема, она уходит, и тебе ее заново не надо в себя впускать. То есть ты ее как будто отпускаешь. Это очень важный момент, тем более ты публичная личность, у тебя огромное количество поклонников, и люди же тоже живут так. И они тоже должны... Да, мне кажется, все люди так живут, потому что у всех есть одинаковые проблемы. У кого-то проблемы с родителями, он каким-то образом это для себя решает. Нужно просто, да, выход какой-то, искать во всем выход вот этих вот своих накопившихся минусов, да, решать их реально их не копить. А вот песня «Положи меня рядом», она была как написана, в каком состоянии, в мажорном или вот в драматическом? Мне, абсолютно, мне было хорошо от этой песни, то есть я кайфовала, она меня вдохновляла. Для меня она какая-то песня свободы. То есть это, я даже помню моменты, я где-то ехала, вот как-то лил дождь, я сидела в машине, были какие-то ужасные пробки. И вдруг вот это вот закрутилось, и я не знаю, даже не заметила время, как оно пришло. И я тут же как-то соединилась со своим человеком, с кем мы вместе делаем аранжировку. Я приехала к нему на студию, ему как раз, он очень мобильный, и всегда там, когда я ему звоню, там, нужно срочно, звоню там в любой час ночи, например, это, или там, не знаю, 5 утра, и он всегда, да, приезжай, и давай, это. Ему нравится этот процесс работы, и мы с ним сели, сразу примерно накидали демку, в общем-то, и потом я ее как-то дорабатывала уже, и потом она уже записалась. Нам хотелось снять это на кино, однозначно на пленку, каким-то таким старым путем, как это вот раньше снимали. Для меня эта песня выражает какое-то пространство свободы.
То есть, не знаю, у меня под эту песню представляются какие-то, не знаю, открытое пространство, степи, горы, море. Ну, как-то так. Ну, поскольку была зима, когда мы снимали, поэтому у нас это пространство не так широко как бы получилось. Но зато очень эмоционально, очень красочно, очень красиво. Даже то, что там мелькают очень быстро кадры, меня это нисколько не напрягает, мне даже показалось это прикольным, потому что это смотрится как старое кино, прокручиваешь какие-то старые вещи. А тебе вообще комфортно работать с женщинами, режиссерами? Ну, конечно. Ты с Германией У меня вообще нет работала, разделения. нет, то есть... Разделение мужчин и женщин. Ну, мне кажется, женщины, они просто очень непредсказуемы. Все, что связано с женщинами, это очень непредсказуемо всегда. Есть, конечно, четкость, есть четкий, но это все равно больше какого-то, ну, мне кажется, так природа, да, устроена. То есть женская половина, она все-таки больше зависит от своего какого-то внутреннего расположения к сегодняшнему дню, как сегодня солнце светит, как на тебе сидит там вот этот пиджак, да, как на тебя посмотрел вот этот, а как вот тот. То есть мы все равно зависимы, то есть у нас какая-то свой гормональный процесс, который в разное время и в разные периоды по-разному нас прибивает. То есть это нормально, наверное. Да, у мужчин все более так... Выстроено. Да. Все очень, да. А ты вот с Германикой сотрудничала, у вас был общий клип. Ты ее сама выбрала? Как вообще у вас происходило взаимодействие? У нас произошло так, что нам позвонили люди, она тогда снимала фильм, сериал «Школа», по-моему, да. Который ее сделал Да, и нас знаменитой. попросили, что вот дать песню, которую выбрала Лера. Эта песня была «Я украду». До этого я не знала, в общем, ну, не слышала о ней ничего, и мне стало интересно. И я решила просто, ну, посмотреть, что это за интересный человек, и что она делает, в принципе. И мне она очень понравилась сразу. Вот. Как-то у нее все настолько было связано с реальностью, как-то вот она так... Такой какой-то интересный взгляд у нее был. И вообще она сама человек очень самобытный, талантливый, независимый. Я таких людей очень люблю. Прямой, открытый, вот без вот этого дна. То есть конкретно. Я люблю очень таких людей, вот, которые не умеют по жизни, вот как куда бы завернуть, где бы, чью бы выгоду куда вытащить, да. Вот. Здесь все очень так. И на основе этого, я даже не помню, каким образом, скорее всего, от меня это шло. Наверное, я позвонила ей. Да, потому что я попросила найти телефон Леры. И, в общем-то, мы с ней познакомились. Я ей послала песню «Повесь меня». Ей она сразу понравилась, она мгновенно ответила. И начала сразу же заваливать меня сюжетами. Писала сценарии, там, и не один сценарий, абсолютно разные были. Мне один сценарий очень понравился, но это было совершенно невыполнимо. Ну, скажем, для этого нужно было иметь огромнейший бюджет, чтобы снять такой клип. Раненый, смог и волчица на крючке, дикие лица, домино, белым почетным на крючке, курок весомый. Общаетесь с ней? Ну, я не могу сказать, что мы прям такие закадычные подруги, где звоним каждый раз. Ну, нам достаточно там, не знаю, какого-то просто, может быть, даже, не знаю, какой-то фразы написать, например. Или мне достаточно того, что я увижу, например, где-то ее там на каком-нибудь YouTube-канале, услышу ее, и она расскажет. Она вообще не меняется, мне кажется, в хорошем смысле. Она только приобретает. Но это, я думаю, все талантливые люди, они очень просты в простых вещах, и при этом они дополняют всегда больше и больше свой
творческий потенциал, это очень здорово. Я хочу, знаешь, еще о чем с тобой поговорить, о твоем детстве, о твоих корнях. Ты родилась в Кентау, это такой необычный городок, необычное место в плане того, что там оказывалось очень много репрессированных людей, которые в годы Большого террора туда были сосланы. И там был такой мир особенный, потому что там были люди со всего Советского Союза. Да, там знаешь, честный мир был, очень искренний. Потому что туда именно сослали этих людей. Да, там никогда никого не выделяли, ни на кого никогда не тыкали пальцем, с чем я потом столкнулась. Я, в принципе, в Кентау не так много прожила, да, там, но я очень хорошо помню этот возраст. А как твоя бабушка и дедушка туда попали, ты знаешь? Ну, а бабушка была туда сильно. Дедушка уже не дожил до этого момента. А бабушка была, потому что у нее два ее любимых человека, ну, там, скажем, они были расстреляны. Вот мой дедушка, и потом она вышла за брата, вот этого брата, первый брат, за которого она вышла замуж, его расстреляли. Вот, ну, у меня бабушка была из такой ортодоксальной, можно так сказать, семьи, очень традиционной еврейской семьи, да, где соблюдалось все. И там было так, что если у него, значит, есть брат, в принципе, и все вот идут, она должна уделить внимание, значит, второму брату. Но здесь как бы все так сложилось, потому что они были близнецы, очень были похожи, и для нее это даже была отдушина, чтобы вот как, не так сильно переживать потерю как бы близкого человека. Это, конечно, все равно, это один другого не заменил, естественно, но это было все равно гораздо проще сделать. И она вышла замуж и в результате он тоже был расстрелян. То есть, ты знаешь, за что их вообще расстреливают? Чем за то, что еврей, донос. Да. У меня один дедушка занимался тем, что он делал детали для пишущих машин. И поэтому он часто ездил в Москву за этими деталями, а на тот момент они жили в Витебске. Из Витебска он ездил в Москву для того, чтобы вот эти детали приобрести. И соседи, значит, написали донос. Мой отец потом, когда расследовал это дело, он докопался до этого дела, и он читал дело своего отца, в общем-то, и там был вот, он прочитал этот донос, вот, который был накатан на его отца, что это преступник, что это антисоветский человек, он шпион, он ездит навстречу. Ну и, в принципе, для того, чтобы, видимо, отобрать квартиру, освободить жилую площадь, потому что, ну, сразу вся семья была разрушена, в общем-то, и начались постоянные ссылки и бегство. Вот потому что их преследовали, бабушка с 4 детьми, постоянно скрывалась и была преследуема и гонима. В конце концов их нашли и сослали в Ташкент, а из Ташкента переправили в город Кентау на добычу свинцового рудника и хлопок тогда еще там выращивали, ну и в принципе сейчас тоже. Бабушка там и... Да, и там уже она осталась. А как она... Я просто читала много, и ты про это говорила, что она большую роль в твоей жизни сыграла. Я была очень близка с ней. Она меня, ну, очень держала в таких строгих рукавицах, но она меня очень любила. То есть для нее я была, ну, прям реально отдушина. Я, конечно, этого не понимала, но мне было очень интересно. Она меня умела заинтересовать. То есть она никогда не повышала на меня голос, но она всегда была строга во всех отношениях. То есть она никогда не хвалила меня. Вот. И она держала вот, как-то меня. И с одной стороны, я была лишена вот этой какой-то ласки такой, которой мне вот очень хотелось. Вот, потому что родители, они постоянно работали и переезжали без конца из города в город, и нас с собой перевозили, и бабушка также с нами везде ездила, бабушка с нами жила. В общем-то, у меня еще старшая сестра была. И вот вся вот эта вот семейка, она передвигалась то из одного места, но это было ну, скажем, связано с работой моего отца, да. Вот. В общем-то, и, естественно, я находила отдушину именно в ней.
Потому что и друзья у меня как-то перемещались постоянно, потому что мы меняли часто очень обстановку. Естественно, все свои горести и все свои накопившиеся проблемы я ходила и выкладывала бабушке, и она меня выслушивала, она очень умела хорошо слушать и всегда мне очень правильные советы давала. Умела правильно увести от этого, скажем, от этой проблемы и развернуть эту проблему так, что она для меня превращалась в радость. То есть она вот щелкала эти вещи со мной как семечки просто. И мне это очень было хорошо так с ней. А связано много, она мне много чего давала. То есть она мне, можно так сказать, начальное образование дала. Потому что, во-первых, она была учительницей в школах тоже, да, разных. Сама по себе она работала учителем литературы русского языка, истории в разных школах, то есть тоже преподавала разные предметы. И химию в том числе. Ну, в общем, она такая была, как ее называл ее брат, ходячая энциклопедия. Вот. Нюся он ее называл. Нюся – это наша ходячая энциклопедия. Всегда она разбиралась во всех вещах. Она мне читала поэзию, не сказки на ночь. Она мне рассказывала историю семьи нашей. То есть как-то вот она меня воспитывала сразу очень серьезно. Возможно, я чего-то лишалась, возможно, потому что мне хотелось как-то пошалить, как-то больше хулиганить. Я вообще была такая бесшабашная, мне не сиделась на месте. Для меня было очень сложно усадить на место. Мне хотелось все бить, крушить, куда-то лететь, но, видимо, это так тоже дано природой. Потому что, наверное, во-первых, мама мне рассказывала моя, что я родилась очень быстро и неожиданно. То есть я совершенно... То есть меня предполагали, я должна была родиться в конце мая или в начале июня, а родилась вот в конце апреля, то есть практически еще даже не 8-месячной. То есть как-то... И это настолько быстро, если там с первым ребенком, я просто от мамы знаю, она очень мучительная, все эти роды были, когда рождалась Лена, то есть это 2 суток, там это было бесконечно. А тут мама пошла даже в кино со своей подругой, в кинотеатр, я даже помню этот кинотеатр. Это, по-моему, как-то «Строитель», он, по-моему, назывался. Ну, что-то такое, могу ошибаться. И это город Кентау, да? И мама рассказывала, что они пришли, сели, начался просмотр фильма, и вместе с началом просмотра фильма у нее начался процесс моего рождения, в общем-то. И ее буквально просто донесли до носилок, и я вылетела оттуда просто пулей. А ты всегда росла с пониманием того, что ты еврейка? Что это было для тебя? Ну, я росла, потому что, как сказать, очень сталкивалась как с негативом. С антисемитизмом? С антисемитизмом, да. То есть я постоянно дралась по этой теме, мне было всегда неспокойно, обзывали, там, жидовка, еврейка, там, по-всякому. Меня это ужасно, жутко задевало. И, там, я вообще не... Когда слышала, даже если это касалось не меня, а постороннего человека, но если я слышала вот этот вот еврейский вопрос, я лезла просто и разбиралась, и мне было важно, в общем, доказать всем, кто есть, что есть на самом деле, и так далее. В общем-то, ну, поэтому, да, конечно, этот вопрос... А сейчас ты чувствуешь свое еврейство, свою принадлежность к еврейскому народу? Ну, я этим всегда гордилась, и сейчас горжусь. Мне кажется, во-первых, я не люблю вот это вот разделение на нации, да, мы все одной крови, мы все люди, да, но поскольку так состоит наш социум, так устроен наш социум, да, что у всех должна быть своя нация, свои границы, своя территория, свое место под солнцем, так, ну, к сожалению, да, так оно и есть, вот. Но мне нравится еврейский народ очень. Это реально очень глубокий, мудрый народ, который очень много пережил, и благодаря своей скорби и боли, да, они построили как бы свой мир абсолютно, да, не от
чего не зависящие, да, и сумели соединить и сохранить свое достоинство и величие. В общем-то, геройский, можно сказать, народ, очень умный, реально умный. С ними всегда интересно общаться. Я не знаю, даже когда начинаешь вот общаться с человеком, ты сразу как-то понимаешь, вот 100% у него есть еврейская кровь. Это просто чувствуешь как-то. Какое-то есть в них то, что их отличает от всех остальных. Это абсолютно точно. Я еще хочу про один народ с тобой поговорить в завершении. К сожалению, у нас уже не так много времени остается. Про греческий народ. Ты 8 лет прожила в Греции, вы создали там прекрасный проект совместный с вашим мужем, Да. Блади Феррис. Что это было за время для тебя, вот эти 8 лет? Насколько ты прониклась вообще греческой культурой, греческой музыкой? Как это в тебя вообще вошло и что это тебе дало? Для меня, когда мы встретились со Стефаносом, мне, в принципе, вообще было без разницы. Греция это будет или, я не знаю, какой-нибудь там Урюпинск, мне было вообще без разницы. Передо мной был человек, в которого я была, просто влюблена сразу, просто, можно сказать, с первого взгляда. И те вещи, которые происходили вокруг меня, и все какие-то знаки, которые указывали мне, что вообще это полное счастье, что вот ты нашла такого человека. И как-то мне захотелось зарыться, что ли, стать какой-то маленькой девочкой такой незаметной. Послушной и раствориться, да. То есть какая-то с меня упала вот эта вот... не то чтобы ответственность, но... Грузики какие-то, да? Какие-то, да, грузы, которые на мне были, где я постоянно должна была что-то доказывать, постоянно вести как-то себя и всех вперед, там, двигать. Вот этот мотор, он отключился во мне, вот просто. И мне захотелось просто забыть об этих вещах и просто жить совершенно простой, незаметной жизнью, да, вот как-то окунуться. И чего мне дал, в принципе, Стефанос. И я очень ему благодарна, особенно за первые годы. Потом это уже во мне перевернулось немного в другую сторону, потому что я очень люблю эти земли греческие, этот народ, великолепные люди, они очень похожи на нас, я не знаю, но все равно есть отличия. И когда ты живешь там, ты сначала восхищен, и ты летаешь в облаках, и Париж над всей Грецией, там, на этих больших белых крыльях, от тебя все, от любой, там, не знаю, дождь, снег, что очень редко бывает, но бывает иногда, приводит все в дикий восторг, ты всему радуешься там. И потом тебе постепенно начинает не хватать твоей родины, твоей культуры, твоего трепета, который ты только здесь можешь на своей земле почувствовать, твоего языка, того понимания, как тебя понимают именно вот здесь, в России, да. Я люблю Россию, потому что, не знаю, это то, из чего я сделана. Я родилась здесь, да, и во мне сложен все клетки, да, которые напитаны воздухом и трепетом своей земли, да, своей страны. Поэтому для меня это очень важно. Тебя никто никогда нигде не поймет никак. Как бы ты ни хорошо говорила на английском языке или на греческом, или на каком-либо другом, ты все равно будешь говорить и по-другому. Это не будет... Это никогда не станет твоим родным домом. И в Греции, когда я жила, я уже начала искать людей, кто говорит на русском. То есть меня уже потянуло туда. И я находила и тянулась именно к тем людям. И мне стало сложнее, сложнее, сложнее. То же самое произошло и с Стефаносом, когда он приехал в Россию, когда он уже понимал, что все во мне кипит, и что он меня уже там не удержит. Мы решили вернуться сюда, и то же самое с Стефаносом произошло. И мы как нормальные, здоровые, взрослые люди говорили, что, приняли реальность такой, какая да, реальность такая, какая есть. Мне хочется тебе последний вопрос задать. Как ты переживаешь собственное взросление? Мне кажется, взросление – это есть процесс осмысления жизни.
процесс принятия жизни. Процесс, когда ты начинаешь понимать реальность, которая перед тобой открывает жизнь, да, и задачи, которые ставит перед тобой жизнь. Это совершенно не связано с возрастом. Можно и не взрослеть, быть там 70-летним стариком, да, и при этом быть абсолютно куку. То есть не повзрослеть, а остаться как в определенном возрасте даже. И не каждый доходит до какой-то мудрости, да, все где-то зависают в определенном возрасте, и дальше уже никакого развития нет. Мне кажется, взросление – это именно вот это вот. То есть, естественно, это приходит с твоим жизненным опытом. И все зависит, и все повязано на твоем жизненном опыте. Насколько он у тебя богат, настолько и богато твое взросление. Можно повзрослеть и в 10 лет, если как бы иметь, ну, не знаю, определенное развитие и предпосылки к этому, да. У всех по-разному. Ну, у меня вот это постепенно, естественно, проходит. То есть годами я только понимаю какие-то вещи, которые уже воспринимаю не так максимально, скажем, как раньше, если там в 20 лет или там в 15 лет, когда ты подросток, да, и когда у тебя все максимально, и ты большой эгоист, и только ты во всем прав, и только так, и только по-твоему, и больше никак, и никогда, и никаких других комментариев в этом не может быть. Вот этого нет. Ты становишься гибче, мягче, ты понимаешь, ты впускаешь уже и понимаешь, что не только ты можешь слышать так, как ты слышишь. Там, я не знаю, вот во мне, например, большая проблема, что мне все время нужно докопаться до правды, это во-первых, и второе, до своей правоты. И вот я прям доказываю это с пеной у рта и буду доказывать, каким бы путем это ни состоялось. Это очень плохо. Зачем? В этом процессе этих доказательств ты делаешь несчастным многих людей. Только потому, что вот ты знаешь, что это вот такая правда, и что вот ты права в этом. И зачем? И все вокруг тебя несчастны. А ты вот такая вся докопалась. И зачем это? Вот это перестало. А раньше это было, ну не знаю, просто кровь из носа, но я должна была добить процесс объекта или там до конца. Вот. Тебе комфортно в России в 2019 году? Ну да, это вот как раз вопрос, даже не в 90-х вы сказали? Нет, в 19-м, вот сейчас, в 2019 году. Это моя земля по-любому, и что бы с ней не было, и какие бы она не переживала изменения, я буду переживать с ней. И это меня трогает, и со мной происходят любые процессы. Ну а что сделаешь? Ну, надо ждать моменты, когда всем будет хорошо и будет гораздо комфортнее, как бы. Но мне кажется, от нас самих очень много зависит. Да? Если мы способны что-то изменить в этом мире, мы же сами сели на свои удобные стулья и сидим, и типа наблюдаем. Все только говорят, а менять-то никто не меняет. У нас привыкли только лозунги, а делом никто не занимается, в принципе. Может быть, это наша карма, что мы вот на эту землю попали, потому что что-то в той своей прошлой жизни заслужили и сейчас должны найти свою миссию здесь правильно. Мне очень страшно ее не найти. Даже не миссию, а вот свою, как сказать, ну, свой смысл, что ли. Свое предназначение. А ты думаешь, можно так и прожить. Ты еще не нашла, ты думаешь? Я думаю, что нет. У меня есть вот это ощущение, что, конечно, нет, не нашла. Я не знаю. Вот, поэтому как я когда, ну, я люблю иногда себя с собой побыть садомазохистом, там себя как-то подергать. Вот. И я задаю себе этот вопрос, а где, в чем, как? Вот. Мне бы хотелось уже ответить на этот вопрос, но я до сих пор на него не могу ответить. Но я все время хожу с чувством, что у меня есть какое-то предназначение, и оно будет впереди еще. Вот. А сейчас я в какой-то постоянно нахожусь в школе, что ли. Что тебя постоянно она чему-то учит. Какие-то все время получаешь уроки жизненные. Жизненный процесс что-то формирует. Как он выльется дальше, я даже себе представить не могу.
Там можно, конечно, пофантазировать, но я до сих пор не знаю. Я все время хожу с этим чувством. Спасибо тебе большое. Да, Спасибо, вам что ты была так спасибо. откровенна. И Спасибо. было очень интересно. И Мне удачи, тоже вообще очень успехов, приятно. всего самого Спасибо, и вам хорошего. тоже. будущего. Спасибо большое. Будьте, да, как я люблю говорить, многодетными в своей программе. Говорю, да. Спасибо большое. Да. Это был «Час пик» для певицы Линды.